И, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Уезжаем на отдых, можно сказать. Вот такую машину взял Руслан. Толиант. Рено Толиант. Вот. В общем, едем в Газипашу. От укачивания у меня осталась всего лишь одна таблетка. Вот она вот так вот выглядит. Как она называется? Эту таблетку мне дала мама. Честно, не знаю даже, где она ее взяла, но она реально помогает. Вот. Ну а зальки я взяла специальную. Сейчас вам покажу. Называется Медпамид. Вот. Здесь турецкая. Перед выездом из города выпьем. И, конечно же, тут всякие лекарства для себя, для всех, для всей семьи. Каждому Руслан купил воду. Вот. У детей тоже водичка. И обязательно пакетик. Мало ли. Потому что нас всех укачивает в основном. Всех прям, всех? Кроме мужчин. Ну-ка. Женская половина нашей семьи, это значит все. Еще хотим зайти в Мадам Коко. На подарок что-то выбрать. Остановились в первом же туалете на дороге, так как с детьми. Обычно всегда все туалеты обустроены. Есть и для инвалидов. Отдельно женский, отдельно мужской. На руки вытирай, пошли. Тут еще продают всякую сладость. Смотрите. 320 лир. Ну, это, короче, дорого здесь. Мы в Мадам Коко взяли специально на подарок там. Ну, я много чего взяла еще. И друзьям, и соседям. Вот, а цены здесь вот так вот. Также здесь можно покушать. Смотрите, пицца есть. Натуральные продукты. Даже написано по-русски. Время 12 уже. Руслан предлагает покушать. Цены вообще недорогие, смотрите. Супы 150 лир. Коктейлеры 270, это с котлетой типа. Короче, вот такие вот цены. Так, что мы взяли? Решили покушать. Взяли макароны. Типа наггетса большого. Вон там вот тоже наггетсы у Азалии. Мы взяли печень с булгуром. В общем, вот это все на сколько вышло? 740. 740 лир. Так, ну что, друзья, мы в тоннель въехали, покушали. Это, кстати, уже не первый тоннель. Кайфуем, короче, едем потихоньку, не спеша никуда. А, кстати, вот Суксу. Да? Ну мы уж не будем здесь останавливаться. Завтра, если что, остановимся. Хорошо. Здесь можно купаться даже. Так, смотрите, вот здесь вот сетку поставили, чтобы камни не падали. Остановились мы по пути в Газипаше, уже серпантин проехали, можно сказать. Вот такой вот кафешечки придорожный. То есть здесь вот дорога и прям очень-очень много зелени. Купили чай и дети мороженое взяли. Ну что, все, по КПП проехали, которая со стороны Газипаши находится. Сейчас уже мы, смотрите, въезжаем в Газипашу. Смотрите, какая зелень, какая красота. Дети прям, ну, менты, получается, остановили, проверили права, и у нас Алмаз просто болтал по окно, спустил и начал болтать, короче, с одним, который проверяет. Ты ему что рассказывал на турецком? Кучу всего он рассказал. Давай, говори. Да, уже подъезжаем. Смотрите, какая красота. Все равно вот эта сторона зеленее. И вот я сравнивала температурный режим. Здесь тоже ниже, получается, прохладнее. И, знаете, вот
с каждым разом вот в таком именно путешествии с машиной понимаю, что вот отель, если путешествовать по отелю, ну, то есть в отель ехать, это совсем другое. Все-таки, знаете, вот полезнее, мне кажется, вот такое вот именно с машиной, когда ты едешь куда-то, вот новые места там видишь, ну и вообще вот с машиной удобнее намного. А в отель приезжаешь, в одном месте лежишь, чисто кушаешь там, я не знаю, вот, ну, целыми днями одно и то же. Поэтому признаю, что вот такое путешествие намного сильнее развивает, чем вот какой-то там отельный отпуск. Через 14 минут написано, да? Через 14 минут, да. Вот, что-то куда-то... А, нет, нормально дорога. Просто отсвечивает очень сильно. Короче, все. Подъезжаем к Газипашу. Я знаю, что у меня подписчиков раньше... как бы, ну, было вот в Газипаше отдельное, да, наверное, они перестали меня смотреть, когда я в Селивке уехала, а может быть, кто-то остался, напишите, мне очень интересно. И сейчас вот мне очень важно еще показать Газипашу тем, кто пришел только недавно, которые там меня начали в Селивке смотреть, да, вот сколько я рассказываю, что 3 года назад мы переехали, кстати, 16 августа, это было, получается, ровно 3 года назад, да, ну вот скоро, сегодня 15, завтра 16, завтра будет 3 года, как мы сюда переехали. Мы в Газипаше квартиру купили, получается, в Газипаше жили 1,5 года, потом в Селивке переехали уже по работе. По поводу того, где я работаю, я всегда ссылку оставляю внизу, можете переходить. Я работаю в Атоме и делаю еще на YouTube вот такие вот видеоролики для тех, кто на канале впервые. Сегодня мы едем по делам по поводу квартиры нашей, да, ну там возникли кое-какие дела. И, конечно же, отдохнуть. Мы взяли вот машину в аренду на 2 суток. То есть мы сегодня будем в Газипаше еще ночевать. Я надеюсь, мы съездим на наш любимый пляж БДБД, я его покажу. Также я очень надеюсь, что мы с вами сходим в парк наш любимый, вот как раз таки там в центре в Газипаше наш любимый парк, куда мы постоянно ездили. Ходили, точнее, даже пешком, потому что у нас там квартира рядом. Вот его я хотела показать вам. Но это, пожалуй, единственное место, куда мы часто ходили. За нашим домом тоже есть, конечно, такие площадки. Там построили детскую площадку. Но это совсем не то. Вот в парке было хорошо, конечно, находиться. Там и озеро есть, там и живность есть, там, короче, есть где разгуляться. И там обычно всегда проводили всякие мероприятия по типу гранатового фестиваля, на котором мы уже давно не были. Фестиваль всегда проводится примерно параллельно дню рождения моему мужа, примерно вот в октябре. Кстати, да, сейчас август, в сентябре у меня день рождения. А в октябре у мужа день рождения, в ноябре у сына старшего день рождения. Короче, дни рождения скоро пойдут. А МАЗ, конечно, вообще постоянно окна открывает. Да, они выросли. И разница уже не такая, как вот мы раньше ездили. Сзади, я всегда сзади в середине сидела. Старший сын у нас здесь, и Руслан. Вот так обычно мы ехали, и было более комфортно. Сейчас мы их посадили вдвоем туда, на самостоятельную, можно сказать, дорогу. Да, они постоянно вот так вот пищат, орут, а окна открывают, но мы еще так не ехали. Чтобы сзади одних оставлять, я всегда в середине сидела и что-то надо давала всегда. Сейчас более самостоятельные становятся. Вот. И, кстати, вот когда останавливали полиция, получается, без сидения, нормально, как бы ничего нам ничего не сказали. Им 6 лет, я не знаю, со сколькими тут сидения, с 7, наверное, в России вроде 7. Кто знает, напишите, сколько в России, сколько в Турции, может быть, кто знает. В общем, подъезжаем уже в нашу любимую Газипашу. Квартиру, кстати, хотела сказать, сняли в центре, недалеко от мечети. Ну, потому что на машине нам предлагали там, короче, квартиры за около 4000 у моря. Вот. В принципе, такая же квартира 1+1, просто у моря, да. В отеле тоже звонила, спрашивала, сказали 4800 вместе с завтраком, 4000 без завтрака. Это прям непосредственно у моря. Но так как вообще, по сути, у мужа по квартире дела в центре, мы решили там, тем более на машине. Мы, получается, арендовали за 3000 1+1. Ну, посмотрели по фотографиям. И знаете, самое выгодное вот для тех, кто в Газипашу может решить поехать, или те, кто смотрит из Газипаши, там, может быть, там квартира есть, может быть, аренда нужна, да, для них информация. В Сахибиндене самые дешевые цены. Даже в Телеграме у своих, там, кто-то, может быть, если сдают, да, спрашивала, таких цен нету. И в основном все сдают минимум от 2 дней, от недели. Сами турки вот в Сахибиндене сдают
есть. Вот человека нашли даже от суток. То есть нам вот на сутки надо. И мы сейчас заезжаем, завтра примерно в такое же время выезжаем. Сейчас время сколько? 15:30. Вот. В общем, на сутки 3000 лир, друзья. Скажите, дорого это или нет? Напишите обязательно в комментариях. Сейчас вот приезжаем, начался район Чобанлар. Здесь, знаете, вот такие вот домики, как частные, со своими теплицами, со своей землей. И вот здесь вот мы ездили к нашему другу в гости. Он уже как бы, ну, в возрасте, как сказать, друг. Ну, знакомый, в общем. Он нам привозил, кто смотрел в Газипаше наше видео, он нам привозил много фруктов, овощей всегда. То есть у него как раз таки там и своя теплица, и своя большая бахча, огород свой большой. И там что только не растут, я это все снимала, предыдущие ролики, старые ролики смотрите, кому интересно. Ну и здесь вот в основном в Газипаше очень много теплиц, да, вот в Селивке не настолько много все-таки. Газипаше это вообще сельскохозяйственный городок. Да, сельскохозяйственный городок, и здесь очень много бананов. Вот если сегодня в БДБД приедем, обязательно сниму. Вот, ну, кто Газипашу, Аланию любит, они уж, наверное, все равно смотрят, и у других блогеров это все. Ну, я для своих подписчиков хочу показать Газипашу очень сильно, потому что я знаю, что меня смотрят те, кто даже в Селивке приезжает на работу, да, те, кто планирует приехать, кто-то, кто уже уехал. Вот, кстати, Газипаша написано, да. Въехали в Газипашу. Въехали. И для них особенно хочу заснять, чтобы вы не только знали Селивке, потому что вот у меня две девчонки, которые там вот живут по работе, с мужьями приехали. Они, например, не знают вообще Аланию и Газипашу. Вообще не знают. Не знают чисто то, что здесь есть аэропорт. То есть, а так, чтобы приезжать там отдыхать, там, ну, то есть многие даже не знают, представляете? Поэтому я хочу заснять, показать. Вот, ну, то есть разные люди бывают. Бывают люди знают, бывают не знают. Ну и смотрите, реально вот здесь все-таки зеленее. И зелено, и сама вот природа посвежее такая, знаете, вот где нет вот этой вот сухости, где температура не такая высокая все-таки, и более такая зеленая местность, кажется, более такая сочная. Везде хорошо, где нас нет, так что там было хорошо, тут было хорошо, короче, везде хорошо. Так, ну что, смотрите, здесь какие квартиры, сразу сходу хочу показать. И вот где-то вот в этой части, вон там в глубине наша квартира, потому что вот здесь уже парк, ну а у нас, получается, квартирка там будет. Вот, ехать туда, да, вот на кольце, получается, мы поворачиваем. Ну, короче, улица Пазарджи, ну, то есть морская улица, здесь вот мечеть очень красивая. Газипаша наша. Дети, помните эту мечеть? Помните? Вот смотрите, Газипаша написано. Вспомнила. Помню. Сейчас получается на поворот. И тут получается море. Там, если ехать прямо Алания. Вот. Светофор, то есть здесь круговое движение. И туда мы сейчас. Все, Азаля. Мы уже доезжаем. Вот здесь вот у нас кафешечка наша. Любимая. После садика мы сюда заезжали, вкусняшки покупали. Подожди. Да, правильно да. же. Все правильно я смотрел. Направо надо. Да? Да, направо. Нет, наверное, может развернуться, типа. Нет, что не здесь. Дальше направо надо. Ничего не развернуться, там дом. Ну, короче, это улица морская, внизу море. Мы сейчас собираемся на БДБД. Смотри, мы же здесь гуляли. Я сказал рядом с уточками. Правильно определил. Вообще недалеко. Вот в этом доме, значит. Кто отстегнулся? Рано отстегнулся. Короче, реально тут немножко воздух немножко попрохладнее, классно. Чувствуется разница. Приехали. Ну что, долго ехали? Азаля, долго ехали? Не надо. Я хочу открыть. Очень. Прям очень.
Ну что, мы переоделись. Дома все оставили. Дом, квартиру я вам попозже скину. Сейчас едем на Быды-Быды. Очень сильно хочется показать этот пляж. Короче, все расскажу попозже. Квартирку покажу. Сейчас хочу именно вот пляж показать вам. Выезжаем. Короче, это пляж не основной, который вот главный, а именно дикий, на который мы постоянно ездили раньше. Вот. Сейчас поедем туда. Так, ну что, едем по Пазарджи. Если вот прямо ехать, мы до моря доедем. Ну а нам налево надо будет повернуть. Там, кстати, как раз разворот в конце вроде есть. И говорят, что здесь марину достроили. Мы сейчас, получается, прямо, если поедем, то упираемся в марину. И чуть налево пляж Селиниус. Это не наша зале. А вот банановые плантации, про которые я всегда рассказываю. Здесь бананов просто куча. Они и там есть. А вот. Дальше уже, да, еще? Да, дальше. Ну, вроде как дорогу дальше сделали. Здесь дорога, конечно, тоже есть. Нет, это не, да. Не туда. Вот тут направо надо было поворачивать. Еще, да. Интересно, по этой дорожке надо? Не дальше проехать? Непонятно. Ну, сейчас выясним все. Мы, Да, короче, вот, раньше видишь, дорогу сделали. Вот, действительно сделали. по этой дороге на велосипедах ездили. И здесь вот тоже Вон там машины стоят. машины стоят, парковки, да, сделали, получается. Так, смотрите, действительно здесь сделали парковку. Идите круг возьмите. Азалия, Алмаз, идите круг возьмите. Мы там будем спускаться вниз. Да, и тут вот пальмочки. Бананы. Тут, короче, дорогу сделали. И кафе теперь отдельно. Как-то хорошо все. Вспомнил, да? Запомнил. Не запомнил, а вспомнил. Вот, смотрите. Мам, ты видишь, какие волны? Да, кафешечка наша. И вот этот пляж Быды-Быды. Пойдем, папа. Да пойдем. Бананы вот эти уже выросли. Смотрите, какие маленькие были, помню. Сейчас там вот переодевалки покажу. Смотрите, какая гора. Здесь вот бесплатные лежаки, когда народу мало. Сколько вот круглый год мы ходили. Здесь вот бесплатные переодевалки среди пальм. И бесплатный душ. Вот там внутри. Смотрите, какие пейзажи. Обалдеть. И как я говорила, здесь волны круче, чем там. Ну что, вспомнили? Ну да, здесь были такие штуки. Ну там. Вот такие, Ага. где напиток. А еще такая ванная была. И они в футбол здесь играли, они Да, вспомнили. с узами. Мам, пойдем. И переодевалки. Мам. Такие большие волны здесь. Аж прям сразу их уносят в глубину. Поэтому я все время про это и говорила, что здесь очень опасно с детьми. Всегда. Вот смотрите, какая волна. Это еще мягкая волна. Это еще мягкая, за вами очень сильная. Ну что, страшно, да? Да. Считай, и глубоко там, и... страшно. Да, за детей страшно как бы. И глубоко, считай, там, и волна очень сильная. Ну, если бы волна сильная не была бы, то можно было бы, в принципе, да, спокойно плавать, заходить вместе. Я, наверное, тоже не зайду. Ну, то есть я вот здесь только... Смотрите, какая волна. Обалдеть. Я здесь только постою, я уже намочилась, но мне потому что нога болит, и поэтому как бы в предыдущем ролике я рассказала, что у меня с ногой было. И Вот далеко в глубину не буду заходить, боюсь.
Вот разница Газипаши и Селивке в том, что вот так вот здесь очень большие волны. Когда большие волны, точнее, не всегда они есть. Здесь вот так вот опасно. Алмаз пусть не заходит, его же накроет сейчас. Обалдеть. Ну что, покидаем это прекрасное место. Все, выходим. Короче, мы сначала думали здесь покушать, но потом решили, что здесь, наверное, все-таки не такой хороший выбор, как бы. В основном думаем закуски. Хотя, ну, картошка фри, вот, ну, такие, короче. А мы хотим нормально прям поужинать. Может быть, какую-нибудь сейчас кафешечку. Мы здесь кафешек много знаем. Забуримся и покушаем нормально. Ну что, дети довольны, а Заля вообще говорит, я хочу, говорит, здесь жить. Ну, это уж детский, как говорится, максимализм. Вот, и идем, короче, обратно к машине. Ну, круто, конечно, когда есть машина. Вот, это тебе не велосипед и не мотоцикл. Все, закинул, поехал спокойно. С сумками, с детьми, конечно, идеально. Прям очень сильно машину, конечно, хочется. Очень много людей. Вот серьезно, в позапрошлых годах, позапрошлом году, получается, мы здесь были. Такого не было. Смотрите, сколько машин. Охренеть просто. Вот так вот. В душ сходили, кстати, с комфортом. Вот. Не в то, что в Селивке все платно, все бесплатно, душ бесплатный. Так что... Наверное, на БДБД уже не приедем. Возможно, завтра с утра на другой пляж. Приехали в ресторан «Шефи». Всем привет, ребята! Смотрите, кафешка какая красивая, да? Угу, это ресторан «Шефи», хороший, считается. Так, давайте быстренько покажу меню. И таук шиш. Так, Все, больше ничего нет. смотрите, здесь студенческое меню написано. Сорта рыбы на гриле, промежуточные приемы пищи. Короче, все на русском. Можете ставить на стоп-кадр. Куриный салат, сезонный салат. То есть, смотрите, и на русском, то есть, и на турецком. Здесь была азалия. Можно? Можете ставить на стоп-кадр и посмотреть цены. Картошка фри была, только здесь все съели Только Десерты. айран. Вы сладкие уже сегодня пили напиток. Только айран. Пусть возьмут айран. Он закрой, Так, там нет. смотрите, Закройте. супы. И второе. Вот такие вот красивые Ладно, здесь сядьте, столы. Они принесут, ладно? В общем, раньше мы в Шефим ходили, на той стороне он находился. Теперь они перенесли и такой большой ресторан сделали. Дети попросили айран, им дали айран. Нас неправильно поняли. Мы думали, что мы здесь покушаем. Ну ладно, в общем, смотрите, как красиво все упаковали. Дома покажу. Так, ну что, вот такая вот еда на 1040 лир. Вот так вот. На 1040 лир. Суп еще есть. Лир, айран. У вас еще салат есть? В общем, друзья, на этом все. Сегодня, на сегодня уже очень большое видео. Завтра вам покажу обзор нашей квартиры и все остальное. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, проходите по ссылкам. И всем счастья, здоровья, всем пока.